Ребята, всем привет! Очередная серия про GTD 350. На часах больше часа ночи. Запустил генератор и лезут очень нехорошие мысли в голову. Я так не хотел собирать этот двигатель обратно. Хотел чисто использовать агрегаты для будущих проектов. Но мысль уже поселилась, и я уже, честно говоря, стартанул и приступил к сборке. Короче, разложился я капитально и думаю, весьма скоро мы будем стартовать его. Вот это главная рабочая турбина. Собираю на старых деталях, на старых подшипниках, все будет старое. Значит, сделаем так. Соберем как есть, запустим его, постараемся выжать максимум. Ну а там будь что будет, друзья. Разлетится, так разлетится. Естественно, постараемся принять все меры предосторожности, чтобы никто не пострадал. Ну... Еще раз повторюсь. Разлетится, значит разлетится. У вас есть еще один шанс, чтобы включить заднюю. Допустим, написать очень много комментариев против сборки этого двигателя как есть. Потому что в идеале я его собирать не буду. Слишком уж много на это нужно времени. А время, как вы знаете, это самое ценное, что у нас есть. В итоге получается, что проще взять рабочий агрегат. Но мы таким простым путем не пойдем. Мы будем... восстанавливать до пускового состояния вот это. Обратите внимание, это, кстати, масляный насос. Уж как в масляный насос эти окислы попали, я вообще не знаю. Вот здесь полностью закоксовано, он никак не проворачивается. Нужно вытаскивать шестерни и прочищать. Здесь их, как вы можете заметить, великое количество. Тут вот еще одна есть, ее я уже почистил. И вот там внутри просматривается еще парочку шестерней. Свободную турбину я уже почистил, расшевелил, она уже вращается. Это как раз таки патрубки подачи и отвода масла. Так, все довольно-таки неплохо уже вращается. Здесь эта шестерня вращается основная. Все как бы уже нехило разработано. Работы здесь очень много, просто нереально много, даже чтобы подвести его к пусковому состоянию. Но я надеюсь, друзья, что вам интересен этот вариант. Запустить и дать ему на всю. Просто на всю дать и посмотреть, что будет получаться. Просто на всю. Кто за, ставим лайки, пишем комментарии. Кто против, ну, естественно, ставим дизлайки и пишем против в комментариях. Ну и так далее. Ну а мне, если по чесноку, такой вариант очень нравится. Да, наверное, в этом видео мы уже много-много чего соберем обратно. Итак, какой план работ? Свободная турбина очищена, отставляем ее. Основная рабочая турбина, то есть турбина газогенератора, тоже, в общем-то, в работоспособном уже состоянии. Значит, нужно двигаться дальше. Одна из основных проблем – это топливная форсунка. Я ее разобрал и сейчас вам покажу, в каком она состоянии. Это корпус. Внутри было много ржавчины. Ну а вот все потроха. Значит, я ее немножко упрощу. Внутри были плунжера, которые позволяли ей срабатывать, видимо, на определенном давлении. Но я эту функцию упраздню. Мы ее превратим в обычную, самую обыкновенную форсуночку. Вот основные детали, благодаря которым она распыляет. 3 шайбы с отверстиями. Здесь вот видно косые всякие прорези. Ну, то есть форсунка она центробежная. И топливо закручивается и вот так вот факелом распыляется. Слава богу, они не сгнили полностью. Хотя детали маленькие и могли бы. Видимо, из хорошего металла сделано. Оно вот просто потемнело. Есть кое-какая ржавчина. Но все отверстия, все в принципе нормально. Есть здесь и сгнившие детали. Это то, что сверху накручивается и ограничивает от выпадания вон те колесики и прочие детали. В общем, очень тяжело мне было открутить эту гайку. Она имеет какие-то здесь отверстия. Я, честно говоря, даже не пойму, для чего они здесь нужны. Честно говоря, без понятия. Ничего через них вроде бы не идет. Ну, они здесь есть. Возможно, придется эту штуку выточить на токарном станке. Вот тот самый плунжер. Плунжер не ржавый, но все остальное, вплоть до пружины, все ржаво. Вот она даже хрустит. Так, ну, это заглушки с одной стороны, а с другой стороны штуцер. Там, видимо, еще фильтр есть. Внутри тоже нужно разбирать, вынимать, потому что оно там, скорее всего, тоже сгнившее. Это что касаемо форсунки. Это одна из таких самых больших проблем здесь.
Но так как основные детали распыляющие не пострадали, делать их не хотелось бы, очень много мелкой работы, поэтому, я думаю, справимся. Так, идем дальше. Ну, насос я вам уже показывал. Это, конечно, тоска, печаль. Ну, почищу. Думаю, походит еще. А вот с компрессором не все так просто. Здесь есть диффузор, который очень сильно погнил. Я даже не знаю, что делать. Перевод металла в стружку вы не очень любите. Тем более на такое, как бы можно сказать, авантюрное дело. То есть я не знаю, возможно, эпоксидочкой вот здесь как-то можно попытаться восстановить и поставить. Этот диффузор, он уплотняет центробежную крыльчатку. То есть вот это место. Осевая часть будет нормально работать, я думаю, какое-никакое давление создастся. Даже если будет какая-то небольшая неплотность. Так что этот узел немножко доработать и тоже можно собирать. Тем более, что вот сюда у нас есть новый подшипничек. Нам его прислал Алексей, и мы его поставим, я думаю. Пускай поработает немножечко. Масляный насос оказался гораздо более суровый, нежели я предполагал. Но в нормальном состоянии лишь один ряд шестерней. Это как раз таки он. А всего здесь 3 ряда, и один ряд состоит из 4. Получается, что здесь всего 4 шестеренчатых насоса. Вот это один. Сверху стоит еще один ряд. И еще один ряд, который состоит из 4 штук. Уже фактически все очистил, собираю обратно. После чистки видно следы коррозии. Такие ямы характерные. Все-таки ума не приложу, как в масляном насосе могла образоваться коррозия. То есть там должно быть масло, должны быть налеты масла. Здесь нигде коррозии нет фактически, где было масло, но в насосе оно есть. Ну а это опорная деталь верхнего некорродированного насоса. Ребята, вы будете смеяться, но вот это вот, блин, это следы шабрения. Поправьте, если я не прав. Я здесь ничего не делал, я щеткой чистил. Это реально какие-то следы шабрения. Я просто в шоке от увиденного, видите? Такая тонкая, видимо, была подгонка, обработка. А кто-то считает, что шлифовальные станки это верх просто совершенства. Не, ну я не знаю, мне кажется, здесь шлифовального бы хватило. Но я вижу следы шабрения. Характерно переливается. Ну, либо это уже ремонтные какие-то работы были. Я не знаю. Но это обратная сторона тут с уплотнениями. Видимо, этот насос какой-то ответственный. И здесь следы шабрения на ответной части. Шок. Просто шок. Вот следы шабера. И с обратной стороны то же самое. Видно даже углубления такие своеобразные. Насос полностью очищен. Вот что он из себя представляет. Вот так вот он работает. Незатейливо. Здесь тоже следы шабровки видны. Ее ни с чем не спутаешь. Это именно она. Разрабатываю все закисшие подшипники. Они здесь закисшие были абсолютно все. Видите? О, все. Пошел процесс. Вот этот сложнее всего было раскислить. Готовлю весь этот механизм к установке обратно в редуктор. Вот сюда. Эти подшипники тоже все раскисляю, все разрабатываю. Это было непросто, но уже подсобрал редуктор. Здесь просто огромное количество шестерен, и нужно было попадать в все эти роликовые подшипники. А ролики норовят выскочить. Не хватало где-то 100 рук, но удалось справиться, уже закручиваю гайки. Скоро еще один узел будет готов. Настало время соединять две половины редуктора. Набрал герметика в шприц и намазываем тоненьким слоем. Очень удобно, конечно, с той тары, которая в оригинале неудобно намазывать. Вроде бы нормально все.
Когда-то здесь ничего не вращалось, все было заклинившее, но теперь все крутится и довольно-таки неплохо. Даже работает масляный насос. Все, ребят, закручиваем редуктор, и этот узел будет полностью готов. Думаю, пора уже сделать первую холодную прокрутку. Здесь как раз есть квадратное отверстие, которое идеально подходит для этого. Собрал небольшой стендик, попробуем, нормально ли работает форсунка. По-моему, очень даже бодро распыляет. Теперь попробуем, как оно поджигается. Теперь я почти уверен, что форсунка худо-бедно будет работать. Распыляет вроде бы неплохо. Может быть, не до пыли, я не знаю, как она должна по-настоящему распылять. Но тут и давление маленькое. Должно быть 60 атмосфер здесь. А насос дает, скорее всего, где-то 6 атмосфер, 5. Ну, я не знаю, не измерял. Уже 9 утра. Наверное, пора закругляться, ребята. Работы проделано довольно-таки много. Но осталось еще больше. В следующем видосе соберем компрессор и начнем компоновать агрегаты. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому интересно следить за этим проектом, тем более подписывайтесь. Думаю, будет еще интереснее. Всех благодарю за внимание и всем пока.